Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардию, это рубрика «Комментирую игры моих подписчиков», и сегодня подписчик у меня под псевдонимом Шейман. Я думаю, ранг уже у него ферзь, но какой у него ранг на текущую запись, не знаю. Почему не знаю? Потому что у меня записи лежат по несколько недель, так как много мне записей в один момент накидали, и я до сих пор, знаете, их поочередно начинаю снимать, комментировать и тому подобное, поэтому это занимает некоторое время, и вот, допустим, что записи топ не один, что записи Шеймана у меня там лежали по неделе плюс-минус, даже больше на самом деле. У меня, допустим, от топ не один, где-то 15, ну почти 20 роликов уже лежит в его папочке, а у Шеймана там было всего лишь 3. Одну мы разобрали на стриме, и, кстати, плавненько перехожу к этому. Если вы пропустили мой вчерашний стрим, то не беда. Все записи стримов у меня сохраняются, поэтому во вкладку трансляцию переходите, и там есть все записи моих стримов. Один стрим я проводил, это с рубрикой «Комментирую игры моих подписчиков», поэтому кому интересно, переходим, не стесняемся и все такое. А если вы хотите, чтобы я прокомментировал вашу игру, то смотрите, в комментариях под этим видео будет закреплена ссылочка на конкретную запись в моем телеграм-канале, поэтому желательно, конечно, подписаться еще и на мой телеграм, потому что я там пишу по обновлениям этой игры, когда у меня стримы, веду свой небольшой личный блог, и самое главное, у меня там чат комьюнити, спама никакого нет, сразу говорю, там... Только нужная информация. Вот, все, переходите, не стесняйтесь, подписывайтесь. Вот, соблюдайте все условия, только у меня убедительная просьба. Ребят, не надо кидать мне обоюдные там меты и тому подобное. Кидайте очень интересную карточку, которая она потная и тому подобное. Почему? Потому что на мету я могу и так посмотреть. Я каждый день вижу мету. Каждый божий день я вижу вот этих вот инсектоидов, манкикингов, антимагов и тому подобное, и так далее, и так далее, и так далее. А еще проверяйте свои записи. Проверяйте свои записи, потому что очень часто мне скидывают такие ужасные записи. И ужасные в плане не того, что они там какие-то скучные и тому подобное, а качество. 24 FPS, какое-то мыло и тому подобное. Поэтому, ребят, убедительная просьба. Повнимательнее немножко, повнимательней. Потому что, ну, неприятно смотреть на записи, которые в низком качестве. Это ж не трудно проверить ваши записи. Если вы снимаете с телефона, то проверьте на телефоне записи и, соответственно, поставьте режим не беспокоить, потому что, ну, иногда, конечно, уведомления там всякого Инстаграма, Телеграма прилетает и тому подобное. Да, есть некоторые там ненавязчивые, там один раз сообщение за ролик вылетело и все окей. Но в целом поставьте режим не беспокоить, когда снимаете, и все. Договорились? Договорились. Все, работаем, ребята, работаем, не стесняемся. Вот, ой, не стесняемся. Ну, в принципе, не стесняемся, все. И не стесняйтесь кидать свои каточки. Только подписывайте какой-то ранг, чтобы я не смотрел в конце этого ролика и исход, соответственно, и какой ранг. Хорошо? Договорились. Все, работаем. Работаем. Стол у него, конечно, слабый трындец. Хочется играть, кстати, через нежить, судя по всему. Хотя, на самом деле, здесь есть тролль пятерка, поэтому, возможно, сыграет через тролля пятерку. Был бы здесь лич, можно было бы через лича сыграть, потому что тут еще есть Джакира. Можно было бы, знаете, как сделать? 9 нежити, плюс 3 мага, плюс 3 охотника и плюс, соответственно, 3 дракона. И, соответственно, через Керри Лича. Керри Лич, на самом деле, довольно-таки сильный персонаж. Я как-то... Ну, ему много надо. Ему нужен Аганим, ему нужен посох третьего тира. Желательно, чтобы у него был по-любому... Ну, точнее, даже не желательно, это по-любому ему нужно вот это вот раздвоение заклинаний, чтобы по 2 чайника летело. Вот. Короче, много ему надо. Поэтому, если вы собрали лича в 2 звезды, у вас есть там Аганим, все такое, все как надо, то вы просто пылесосите всю карту с неожиданным эффектом даже для вас будет. Потому что, на самом деле, лич в 2 звезды с нужными предметами наваливает такой движ. Ой-ой-ой-ой-ой. Там чайники летят так, что их просто не остановить. Ага. Будет играть все-таки через троллей. Ну окей, посмотрим, что из этого выйдет, аж интересненько. Вышел в 10 монет, хорошо. Смотрим дальше. На самом деле здесь куча легендарок интересных есть. И мне вот интересно, насколько это будет необычной каточкой. Очень хочется посмотреть на эту каточку. Думаю, будет интересненько. По крайней мере, я в это верю, что это будет интересно. На самом деле... Ой, нет, 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 нет. Ай-яй-яй. Я так и знал, что это сейчас произойдет. Вот этот вот массовый хекс, массовые... Ой-ой-ой, станчики. Неприятно, конечно. Так, один волшебник есть панда. Что, может панду поставим? Поставим панду и попробуем испытать удачу бога рандома.
Я бы испытал на его месте. Я бы попробовал. Почему нет? 2 монетки стоят, у него и так полстола забито непонятно чем. Ну как непонятно чем. Там и маги есть, и волшебники. Короче, я бы на его месте поставил бы панду. Ну, мало ли бы повезло, и ему там легендарная фигура упала. Ну, вряд ли, конечно, легендарная фигура упадет. Я думаю, упадет какая-то фигура за одну монетку. Но все же. Но все же. Ага, не, все-таки поставил панду. Будет испытывать удачу. В принципе, я за. В принципе, я только за. Сейчас прикиньте, ему реально тролль пятерка упадет ранее. Если ему падает ранее тролль пятерочка, о, это такой разрыв кабины будет. Ай-яй-яй. Как Вич-доктор тащит игру, а? Все на своих хрупких плечах. Все на своих хрупких плечах. Тащит и тащит. На самом деле, ему было ну 2 звезды. Было бы еще проще играть. У него там хорошие предметы под керри персонажа. Просто было ну 2 звезды. Ну, как назло, эта луна не придет. Там он ребятам приходит. Лина в 2 звезды, Тролль Хекс 2 звезды, Вич-доктор 2 звезды. А ты сидишь, локти грызешь за то, чтобы получить это усиление. Кстати, мог бы выйти в 20 монет. Я бы на самом деле на его месте так и бы поступил бы. Я бы лучше попробовал выйти в 20 монет, выйти в максимально хорошую экономику, максимально быстро выйти в 50 монет и дальше бы по накатанной, грубо говоря. Идеально, конечно, чтобы ему пришел какой-то антимаг со старта. Хоть я и осуждаю метовых персонажей, но если играть через троллей, то антимаг очень может хорошо ему помочь. Тут 2 хусика, например. Или хотя бы хусик 2 звезды. Хусик 2 звезды может тащить. Угу. Инчу покупают. Это хорошо. Все по моим учениям. Все по моим учениям. Инча — это залог лучшего будущего. Представьте, инчу, когда вы обузите, получаете плюс 1 монетку, то это поднимает вам не только скилл, она еще, знаете, придает уверенности в том, что все будет хорошо. Все, ой, там хусик 2 звезды. Боже, ну, ой-ой-ой, как же там хорошо идет, ребятам. Короче, обузите инчу, то это означает, что это путевка в лучшую жизнь. Забузили инчу, рандом вам улыбнется. Поэтому не стесняйтесь. Обузьте. Обузьте всегда инчу. Это плюс 1 монетка лишней не будет. Серьезно. Обидно. Ему бы луна в 2 звезды помогла. О. Опа. Чирик. Чиназас. У него есть сейчас 3 волшебника. Есть 3 волшебника. Панду решил все-таки продать. Интересно. Интересно. Он бы мог сейчас на самом деле поставить вместо Разора волшебницу 2-звездочную. Мне кажется, волшебница 2-звездочная больше даст и выйти в 30 монет. Может, все-таки да? А может, все-таки поставить вместо Разора? У тебя Разор как бы сейчас бесполезен. Может, Разора? 6 охотников молодого, там Никс уже у молодого. Я так понимаю, 100% будут инсектоиды. Тут гадалки не ходи, будут инсектоиды. Как ему сейчас фартануло то, что Вич-доктор закинул в Гримтача способность свои эти каски. Так, что по реликвии? Что по реликвии? Смотрим, что по реликвиям. Уровень взял. Ну, в принципе, окей. Таинственный фрукт неплохой выбор был. Ну, в принципе, можно. Один чувак уже ливнул. А покажи реликвии, что там по реликвиям? Я как-то в начале ролика пропустил эти реликвии, ну точнее как пропустил. Я их не пропустил, но я их не запомнил. Юзнул таинственный фрукт. Сейчас, если выиграет раунд, получит таинственный фрукт, это хорошо будет. Если сможет сделать 8 фруктов, он получит как бы сейв от летального исхода. Неплохо будет. Но вряд ли его сейчас, да, его сейчас резак испепелит. Обидно. 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 О, Хусик и Омник. Хорош.
На самом деле хорошее такое усиление, я бы вместо Разора поставил бы даже. Типа у Разора 1200 дамаги, но Омник будет плотнее, плюс баф рыцарей. И я бы Хусика поставил, ну, можно вот так вот сделать, в принципе. Мог бы в расширенном пуле, кстати. Хорошо. Сейчас он раунд проиграл. Ему бы сейчас раунд выиграть в идеале. Но если ему придет 6 охотников, он это сделать не сможет. Чел там уже заранее инсектоидов ставит. Ой, нет. Ну, в принципе, окей. На Луну не попал. Баф Гримтачи, хорошо. Шикардос, все. Сейчас по максимуму будет реализовывать таинственный фрукт. Это отлично. Ну, как обычно это бывает. Тебе тупо не приходит. Тебе тупо не приходит друид. Ну ничего будет. Это хорошо. Это отлично. Но энча не обузится, потому что друидов нету. Хорошо, что он не спешит на самом деле с фруктами и не юзает их. Очень даже хорошо. Он реально, если сможет сделать 8 таинственных фруктов, у него будет фрукт, который защитит его от летального исхода. То есть он один раз, если ему там прилетит, допустим, на все хп, то он не вылетит из игры, у него останется 1 хп. Это хороший такой фрукт, хороший такой буст. Еще этот буст можно юзать красиво. То есть выигрывать, проигрывать, выигрывать, проигрывать, получить максимум, соответственно, этих фруктов. И потом в один прекрасный момент, когда вы 10-й апнете, тупо заюзайте всех. И это будет жестко. Сможете спокойно взять себе 11 уровень. Но это все сложно. Кстати, лон-друид пришел. Неплохо. Лон-друида. Лон-друида и ничего, бузим. Покупай лон-друида. Отлично. Хорош. Хорош. Молодчага просто. Лев-тигр. Так, 3 фрукта. Ну, поспешил. Я считаю, все-таки поспешил. Да зачем ролиться? Зачем? Я понимаю, что хочется найти одного волшебника, но тебе лучше вот просто сосредоточиться на апе уровня. Если ты хочешь играть через троллей, то нужно 100% только сосредоточиться на уровне, иначе это будет поплава лютая. Так, тут он сейчас выигрывает. Получит еще один фрукт. Хорошо. Прекрасно. 2000 урона от Луны. Опа, чирик. Хорош. 2 разора, еще 1 инча. Я думаю, он будет пытаться все-таки находить себе сейчас волшебника еще одного. Хорошее усиление. Теперь только уровень нужен. Угу. Вещь доктора не будет апать, окей. Надо сейчас в уровень идти. Если реально хочет он играть через троллей и найти тролля 5, то нужно только уровень брать. Но усиление, скажем так, сейчас оправдано. Ему могло бы так не повезти. Но у него сейчас хорошее усиление. Разор 2 звезды много дамага дает. Ему бы сейчас еще одного друидика. Ух, друидик. Ой-ой-ой, друидик. Сюда. Сейчас ему маска 2 тира. Давай. Сейчас предмет 2 тира это будет маска. Как же все прекрасно. Как же все прекрасно. Так, волшебную палочку скипаем. Рукавичка, надо посмотреть, там есть ли суммоны. Если есть суммоны, то, соответственно, рукавичка. Если суммонов нету, то, соответственно, дискорд. Но там есть суммоны, там есть орк-охотник. Поэтому можно, в принципе, брать. О, хорош. Ну, Разора будет поболее хп, да, правильно. Можно поставить сейчас эльфийку. Не хочет ставить эльфийскую волшебницу, окей. Так, тут Хусик 2 звезды. Неприятно, конечно. Опять лондруид пришел. Да сдохни ты, падла живучая. Вынес.
Боже, какая это тупая игра. В который раз я уже убеждаюсь в том, что как же это, какая же тупая механика у этой игры. Так, все. Баф фуловых троллей у него на месте. Отлично. Отлично. Ну все, теперь будет хорошо. Теперь будет приятненько. Ему бы, конечно, хусиков 2 звезды. Почему я говорю, что это тупая игра? Потому что если ты даже на 5 секунд раунд закончишь раньше, то игра может посчитать настолько таким образом, что ты проиграешь. Типа, ну, типа будет ничья. В который раз я убеждаюсь, вот сколько раз я смотрел уже, сколько раз я играл, то я наблюдал очень часто такую тему, когда ты тупо заканчиваешь раунд на 5 секунд раньше, но игра все равно считает, что это ничья. Каким образом она это делает? Вообще без понятия. С чем это связано? Тоже без понятия. Такая тупая механика, ей-богу. Все, пошел в уровень, хорошо. Но у него сейчас таинственный фрукт по максимуму юзается, если честно. Он 1 раунд проиграл, 1 раунд выиграл, 1 раунд ничья. Пока что все у него отлично. Если он найдет раннего тролля, у него игра пойдет как по маслу. Обидно, что хусик не приходит как усиление. Прям обидно. Лагуна чисто в Вич-доктора закинулась. Больно. 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 Ему бы 6 троллей истинных найти. И поставить немного чернокнижников как абориген. Так, отлично. Хорошо ему сейчас пришло. 8 уровень. Ну что, держим кулачки, что найдет тролля 5. Держим кулачки. Там чел полностью, винстрик 10 полностью, все бабки слил. Мне аж интересно посмотреть их столы, потому что там есть Пурпол, у которого есть 5 винстрик. И вот есть первое место, у которого 0 денег, но при этом у него все там хорошо. Судя по тому, что у него винстрик такой, боже, какие огромные столы. Но это инсектоид, который будет. Инсектоида мы не уважаем, заранее уже не уважаем. Просто, знаете, авансом мы его не уважаем. Мне аж прям... Я надеюсь, что он накажет этих инсектоидов. Всю игру будет инчу. Всю игру. Отлично, красава. Ставлю лайк за такой абуз. Раздорчика, кстати, можно на 1 клетку назад поставить. А Луну поставить справа от волшебницы, чтобы сразу тычки полетели, и у Разора была максимальная дистанция, когда он нанесет свой урон со своей способности. Но он пока не меняет расстановку. Я бы поменял. Все-таки плюс к урону от Разора это всегда плюс. Поэтому расстановка в этом плане важна. Хотя, знаете, в принципе, плевать. Тут сейчас эльфийская волшебница сделала весь движ. Так, хорошо. На самом деле, если ему сейчас придет антимаг, он может тупую продать эту Луну. И вообще не париться на этот счет. Уровень идет хорош. В принципе, еще можно. Аптечка, сумка пандамена. Можно как? Ну, у него 51 хп, в принципе, через сумку рисковать такое себе. А свинюшек можно взять. Либо даже лучше сумку пандамена. Взять 9 уровень, на 9 уровне начать ролиться. Ну, там такие все реликвии. Там есть реликвии хорошие, это награда за гоблинов. Но у него 51 хп. Он может ее не заюзать. Ну, и не знаю. Я бы сейчас не юзал сумку пандамена, когда ты не ролишь. Сумку пандамена, как по мне, нужно юзать только тогда, когда ты начинаешь ролиться. Как только ты начинаешь ролиться, то у тебя все хорошо становится. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, как ему только что хорошо пришло. А вот теперь он будет ролиться. 2 раза юзнул манго, там чуть ли не по 8. Тупо лайк за такое. Все, ему теперь самое главное найти тролля 5.
Поставить немножко чернокнижников, чтобы у него был какой-никакой на подхил. И жизнь удалась. Плюс 9 монет, хорошо. Какой же тварь на Хускаре. Ты глянь, как живет. Ну, он его вынес, хорошо. Интересно, как будет ролить? Да, будет ролить, хорошо. Так, червячка купил. Ну, антимаг, естественно. Антимаг лучше, чем луна будет. Так как там есть инсектоид, мы не осуждаем сейчас антимага. Антимаг имба. Ага. Там вместо луны поставь уже антимага. Вместо луны антимага. И дума поставь на всякий случай, чтобы какой-никакой отхил там был. Антимага! Антимага вместо Хусика! Сейчас он как бы, ну, нормально все сделал. Ну, типа, нормально, что он выиграл раунд. Но надо все-таки поставить антимага. Антимаг слишком лютая тема, чтобы его скипать. Хусик, отлично. 2 звезды. Все, антимага поставь только. Антимага поставь, говорю. Хусик это хорошо, ставь антимага. Хорошо. Но лучше антимага поставь. Антимаг порвет их всех в щепки. Я понимаю, что ты хочешь сыграть на мужика, но тут есть инсектоид. Можешь не играть на мужика. Да чё ты не ставишь антимага? Да как... Ну чё ты антимага не ставишь? Так, Шейман, объяснишься в комментариях, почему ты антимага не ставил? Кстати, 9 охотников. Это проблема немного. Ну, пока что не проблема, но в дальнейшем может быть проблемой. Кстати, там он играет через волшебников в 9 охотников. Прикол. Еще один антимаг. Кстати, тролль. Может поставить уже... Но он мог реально сейчас поставить уже себе 6 троллей. Если бы он купил тролля-жреца. Наверное, просто на всех парах рольнул или что. Не понял. Мог бы даже поставить себе немного отхила в виде чернокнижников. Ну там вот этот тупейший чел, который играет на инсектоидах. Просто фу. Хартфу ему в лицо за такое. Осуждаю таких. У меня просто с инсектоидами, ну я уже миллион раз говорил, кто такие инсектоиды, с чем их едят. У них вообще сисюрка 1 сантиметр. Фу. Но он его вынес сейчас, это хорошо. Тут плюс. Один тролль ему нужен. Вот у тебя тролль есть, возьми его, купи. Купи. Но у тебя вон там тролль есть, ты можешь поставить себе 6 троллей. Я просто немножко не понимаю, он мог бы поставить себе 6 троллей под 2 волшебниками, поставить себе еще чернокнижника сверху. Чтобы у него был первый уровень чернокнижников. Это приятно. Почему этого не делается, я не могу понять. Короче, я в замешательстве. Так, что по предмету? Надо, чтобы что-то приятное пришло. Так, ну апай. Оп, за 2 монетки. Хорош. А теперь берем и кирим антимага. О, гиперстом. Хорош. Для разгончика предмет отличный. Все, теперь все эти предметы в антимага
и Луну отсюда. Ну, либо так. А что ты не керишь антимага? Там же куча билдов с манорегеном. Точнее, с маной. Я понимаю, что хочется сыграть на мужика. Понимаю это. Ладно, смотрим дальше, окей. Я больше всего, знаете, в замешательстве от того, что он мог реально поставить себе сейчас... О, не, ему надо ставить сейчас немножко бафчей книжников, чтобы подхилиться. Ему надо грамотно поставить сейчас троллей и, соответственно, бафчей книжников, и будет все хорошо. Там Хусик с маской, ему надо Дум. Ему так много всего надо, что прям диву даешься. Еще и там 2 инсектоида. Он просто покупает чернокнижников, я это вижу, но он не покупает себе тролля. Он уже несколько раз пропустил этого тролля. Но сейчас будет в попыхах его искать. В конечном счете найдет яйцо. Да. Во, теперь сейчас будет кериться антимаг. Ну. Что такое? Что с мышкой? Я, кстати, наверное, уже бы... Хотя не, еще рано. Было бы у него 5-й тролль, можно было бы уже реально удалить вот этих 2 персонажей, Разора плюс Луну. И кайфовать от жизни. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, как больно. Там просто все в антимага начали в моменте кидать. Ой, хорошо. Отлично. Цемку продай. Не продал, а мог бы в 50 монет выйти. Ну ладно. Как я сказал ранее, теперь он будет искать этого тролля до посинения. Вот пару раз ты этого тролля пропустил, и все. Бог рандома к тебе больше не благосклонен. Он тебе там, знаете, со своей барской руки подавал тебе поесть, а ты отказывался. И все. Теперь суши весла. Не, ну может ему сейчас тролль 5 придет, конечно. Но как по мне, нужно было уже делать 6 себе троллей. И ставить небольшой баф чернокнижников. Фу, я смотрю на этих инсектодов, аж блевать хочется. А что ты будешь искать? Кстати, имбовый предмет на антимага. Кто вдруг не знает, то иллюзия антимага тоже использует его способность, когда выжигает определенное количество маны. Но я так понимаю, он хотел найти бусы. Но он же, ну, у него решение прям перед ним было. Ай, ладно, короче, я уже 10 раз об этом говорил. Но решение было прям перед ним. Как он мог добавить себе отхила? Но на самом деле там есть 9 воинов. Я бы против 9 воинов поставил бы этих... Скажите, я вам скажу. Скажите, я вам скажу. Ведьмаков. Так, пошел рубить, пошел. Какой же антимаг не имба все-таки. Я вот прям смотрю и наблюдаю. С каждым разом все-таки убеждаюсь. Какая же это все-таки не имба. Надо балансить. Надо балансить и еще сильнее его апать. Во, все. Увидел этого тролля. Давай, вместо Луны. Да, продаем Луну. И ставим себе немножечко отхила. О, кстати, хорошую способность Рубик стырил. Приятную, я бы даже сказал. Чё так мышка лагает? Шейман. Не в первый раз я это замечаю, но типа, чё так мышка лагает? Ну вот это, кстати, бы я не делал на его месте. Я бы на его месте все-таки бы поставил ведьмаков, потому что там есть чел, который играет через воинов. Это плохо.
Все, минус охотник. Но этот охотник реально какой-то забавный. Он играет на охотниках через волшебников. Зачем? Это ж теперь не так работает. Так какой? Ну, чем? А, ну да, фу, мы бы... Я уже перепугался в моменте. Я не обратил на раунд и уже в моменте перепугался. Насекнул немножечко. Ну, бывает, ну что поделать. Так, ну, естественно, там инсектоид один, второй живой. Вот этого молодого надо как-то будет пинать. О, там троллячил нашел. 5. Понимаю. Ему ведьмаков надо ставить. Ведьмаков поставить, шансы выиграть эту войну будет. Будут. Будет, говорю. Надо ведьмаков реально ставить. Хочешь, не хочешь, а ведьмаки нужны. Ведьмаки нужны для того, чтобы у него был чистый урон с руки. Это, конечно, на способность антимага как бы особо не влияет, но в любом случае хотя бы урон с руки будет чисто. Если он еще и тролля в 2 звезды найдет, то у него будет хотя бы тычка тоже тролля, не считая его пассивки, если что. Пассивка будет физическим уроном бить, а сам он с руки будет тролль наваливать нормально так. Хороший движ наваливать будет. Так, что по реликвии? Так, отлично. Почти 10, кстати. О, хорошо. Так, 4 чернокнижника мы имеем. Отлично. Отхил есть. Мамора. Ого. Давай, имбового антимага. Хорошо. Что по предмету будешь искать? Так как у тебя отхила достаточно, на твоем месте бы я искал предмет 5 тира. Ему надо стенку выстроить. Расстановка ужасная. Его сейчас антимага просто откинут те же самые охотники и все. И делай, что хочешь. Надо бы трайдера ставить наперед. Змейку ставить наперед. Просто смотрите, сейчас антимаг остался один. Один в поле воина, его порвут. Кстати, 2 инсектоида вылетят. Отлично. Ни капли не сожалею о том, что 2 инсектоида вылетят из этой игры. Ни капли не сожалею. Как же приятно наблюдать над тем, как инсектоидов выкидывают из игры. Очень приятно наблюдать. Прям кайфули еще те. Так, а вот и охотнички. Но плюс в том, что там, даже если он его тащить не будет, там есть воин, который будет его тащить. И просто порвет ему 5 точку, этому охотнику. Я думаю, сейчас, когда придет этот охотник, он его взорвет. Ой, охотник, этот воин, он его взорвет. Так, Борн там выиграл Шеймана тоже. Плохо. Ведьмачков надо подготовить на всякий случай. Да, берет, хорошо. Но я бы ТБшку брал. Брал бы ТБшку, потому что ТБшка это демон. А как мы помним, то за каждого демона при синергии ведьмака ты получаешь плюс 10% к твоему урону. Бор там, конечно, жесткий какой-то. Но интересно, каким образом он его выиграл. Надо предмет 5 тира искать. Не, предмет, ну, в принципе, можно было бы и предмет 3 тира, чтобы найти себе посох 3 тира. Надо будет как-то воина этого душить. Ну, как душить воина? Но, в принципе, реально можно было бы попробовать найти посох 3 тира. С посохом 3 тира у него было бы все хорошо. Либо же, знаете, как сейчас произойдет? Он еще найдет одного антимага, апнет его с помощью яйца, а с Мора достанет антимага в 2 звезды. У него будет антимаг 3-звездочный. Так, это воин. Так, пошел, 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 пошел! Рви! Отлично. Порвал просто. Хорошо. А что у него там? У него что? А, у него щиточек 2 тира. Окей. А, не, у него броня. Точнее, щит 3 тира. Собери монетки. И вещь доктора продай. Продай вещь доктора. Ну, если он не поставит себе ведьмаков, ему будет ГГ. Так, 2 яйца есть, отлично. Надо ведьмаков ставить.
По-любому. Хочешь, не хочешь, надо ведьмаков ставить. Надо искать предмет либо третьего тира, посох, чтобы взорвать быстренько всех. Либо же. Кстати, я надеюсь, сейчас охотник вылетит из игры. Охотник для него очень опасен. Типа воина он и так, ну, типа 50-50. Поставить ведьмаков против воина и вынесет его. Но там уже тролль в 2 звезды воина. Что как бы не может огорчать. Не взрывает. Взорви! Взрывай! Какое окаменение. Хорошо. Затащил от охотника. Затащил охотника, это отлично. Энигма. Энигма это хорошо. Давай вместо червяка. И, кстати, есть баф у этих ведьмаков. Отлично. Продай вич-доктора. Такое ощущение, Шейман, что ты играешь через тачпад. Ну, именно так подлагивает. Не продавай спектру, не надо. Антимаг 2 звезды у него. О, сюда эту прикормку. Антимаг 3 звезды это отлично. Ему теперь только надо найти тролля и предметы. Предмет третьего тира против воина не поможет, но поможет против всех остальных. Поэтому я бы на его месте, наверное, искал бы предмет 5-го тира. Там в любом случае останется тролль. Так, от Никса стан прилетел. Плохо. Так, взорвал, отлично. Минус инсектоид. Хорошо. Хорошечно. Надо реально искать предмет 5-го тира. Он тролля уже керит, 100%. Да, тролль там, конечно, такой неприятный. Он там еще и хочет думов 3 звезды собрать. Надо будет ведьмаков ставить. Хочешь, не хочешь, но ведьмаков придется поставить. Не факт, конечно, что они ему помогут, если он 5-го тира предмет не найдет. Маску, допустим, 5-го тира. Так, магическая призма хрень. Она ему сейчас не нужна. Бусы бы ему отлично зашли. Колечко, кстати, неплохое будет. 120 урона заблокировать. Это то, что доктор прописал. Не, колечко не надо, ни в коем случае. Зеркало можно, в принципе, оставить, на самом деле. Не, маску не скипай. Вот, вот да. Маску. Не рапиру. Рапира тебя в Против охотника отличное решение взять. Бессмертие. А вот против воина... Я думаю, воин порвет его. Хотя, если он поставит ведьмаков... Не, я думаю, порвет его все равно воин. Мы сейчас это узнаем. Ему Энигма еще в 2 звезды может помочь. Не, хорошо. Давай, держи. 2 маски у него 5-го тира. Ему надо ведьмаков ставить. Хочешь, не хочешь, без ведьмаков ты его тупо не пробьешь. Ну и без маски 5-го тира он тебя тупо отхил твой душит. Отхила тупо нет. Надо ведьмаков ставить. Охотник сдох, надо ведьмаков ставить. Обидно, что ему тролль 5-го тира не пришел.
Чу там пришел в 2 звезды. Ливончика скипнул. Вот, роль 5, отлично. Ливончика не скипай только. Спектра, это хорошо. Ну, закон подлости в собственном соку. Не! Ну, чего? Ну, зачем? Ну, объяснить. Ну. Он тебя переживает из-за того, что у него есть собственная броня благодаря воинам. А у тебя бы антимаг бил бы чистым уроном с руки. А бьет он сейчас физическим уроном с руки. Ты бы его пробивал. Почему ты не поставил сейчас ведьмаков, я не понимаю. Тебе тут отхил от чернокнижников, конечно, крутой, но он тебе не поможет. Тебя бы антимаг его спокойно бы забрал, у него 400 плюс урона с руки. Ладно. Тролль ему сейчас, кстати, тоже не поможет. А все потому, что у него нет ведьмаков. Хотя, на самом деле, даже если бы у него были ведьмаки, то тролль бы мог ему не помочь, потому что он бы с пассивки наносил физический урон. А так как он наносит физический урон, чистого урона не будет с руки. Но у него сейчас 245 урона у тролля в 2 звезды. Плюс топорики там по 400 урона дадут еще сверху. Насколько это слабо, вы Ой. Ошибка была скипнуть ведьмаков. Это просто... Мог затащить игру, мог. Я не понимаю, почему не поверил у ведьмаков. Не понимаю. У него даже, ну, предметов на броню там не было, если честно. Тут, ну, короче, оставил бы он ведьмаков, он бы его выиграл, потому что у чела там вообще ни одного предмета на броню не было. Фу, не было. Фу, короче, вы поняли. У него там не было предметов на броню. Ну, либо он кому-то другому отдал, потому что у него в тролле 2 маски на реген. Обидная игра, очень обидная игра. Ну, ладно. Эх, обидно. Ну ладно, как говорится, на своих ошибках люди учатся. Не поверил, наверное, Ведьмак. Я не знаю, почему на самом деле не поверил в Ведьмаков. Я надеюсь, после этого ролика он его посмотрит и напишет в комментариях, почему не поверил в Ведьмаков. Ведьмаки бы дали ему чистый урон с руки. У антимага 400 плюс у чистого урона с руки. И он бы наваливал там, будь здоров. И чел бы не регенился, когда бил его антимаг. Не регенился, потому что воины бы ему ничего не возвращали. Потому что антимаг стычки бил бы чистым уроном. Только когда способность свою активировал, он бил бы магическим уроном. Но это все слезы. Ладно. Окей. В общем, что думаете по поводу этой его катки, вы напишите, соответственно, в комментариях. А также не забудьте поставить свой лайк и подписаться на канал, потому что цель у меня 5000 подписчиков, а губа не дура, и до миллиона недалеко. Также у меня есть телеграм-канал, закреплен в описании под видео, в комментариях под видео, и на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!